Глава 7. Точка сборки. После моей схватки с союзником Дон Хуан на несколько месяцев прервал объяснение искусства овладения сознанием. Однако наступил день, когда он снова к нему вернулся. Толчком к этому послужило одно весьма странное событие. Дон Хуан находился в своем доме в Северной Мексике. Был вечер. Я только что приехал. Дон Хуан тут же перевел меня в состояние повышенного осознания. И я мгновенно вспомнил, что в Сонору Дон Хуан возвращался каждый раз, когда ему требовалось восстановить силы. Когда-то он объяснял мне, что на нагвале лежит громаднейшая ответственность, поэтому у каждого нагваля должно быть особое место в физическом мире, место уединения, где определенным образом концентрируются и сливаются потоки энергии. Для Дона Хуана таким местом была Сонорская пустыня. Войдя в состояние повышенного осознания, я заметил еще одного человека. Тот прятался в полумраке внутри дома. Я спросил Дона Хуана, здесь ли Хенаро. Дон Хуан ответил, что он один, а тот, кого я заметил в доме, не человек, а один из его союзников, который сторожит дом. Затем Дон Хуан сделал довольно странное движение. Лицо его исказило гримаса то ли удивления, то ли испуга. В тот же миг на пороге комнаты, в которой мы сидели, возникла жуткая человеческая фигура. Появление этого необычного человека напугало меня до такой степени, что у меня закружилась голова. И прежде чем я успел оправиться от потрясения, человек бросился ко мне и с леденящей кровь свирепостью схватил меня за руки. Меня встряхнуло, словно по телу пробежал электрический разряд. Я онемел от неодолимого ужаса. Дон Хуан улыбался. Я мычал и стонал, пытаясь выдавить из себя крик о помощи. Меня трясло все сильнее. Странный человек еще больше сжал мои руки и попытался свалить меня на пол. Дон Хуан очень спокойно велел мне собраться и не бороться со страхом, а следовать в его потоке. «Бойся, не устрашаясь», — сказал он. После этого Дон Хуан подошел ко мне вплотную и, не вмешиваясь в борьбу, прошептал прямо мне в ухо, что я должен максимально сосредоточиться на серединной точке тела. Когда-то за несколько лет до этого я по настоянию Дона Хуана тщательно, с точностью до миллиметра, обмерил свое тело и абсолютно точно определил местоположение его серединной точки, как по длине, так и по ширине. Каждый раз он говорил, что эта точка – истинный центр всей энергии каждого из нас. Как только я сосредоточился на этой точке, человек меня отпустил. Тут до меня вдруг дошло, что это вовсе не человек, а лишь человекообразная форма. В тот момент, когда я перестал видеть в этой форме человека, союзник превратился в бесформенный ком мутноватого света. Он двинулся прочь. Я последовал за ним. Какая-то мощная сила заставила меня идти вслед за этим мутноватым светом. Остановил меня Дон Хуан. Он аккуратно вывел меня на крыльцо и там усадил на ящик, которым пользовался вместо табуретки. Происшествие взволновало меня, но еще больше я был взволнован тем, насколько быстро и окончательно растаял сковывавший меня страх. Я сообщил об этом Хуану. Дон Хуан сказал, что в столь неуловимом изменении состояния нет ничего странного. Страх не может существовать после того, как свечение осознания переходит в своем движении по кокону человека определенный порог. И Дон Хуан начал свой рассказ. Сначала он кратко напомнил мне истины, о которых рассказывал ранее. Не существует никакого мира материальных объектов. Есть лишь вселенная энергетических полей, которые видящие называют эманациями Орла. Человеческие существа образованы эманациями Орла и являются, по сути, светящимися пузырями энергии. Каждый из нас покрыт энергетической оболочкой, имеющей форму кокона. Внутри кокона
заключена небольшая часть эманаций, составляющих Вселенную. Осознание возникает вследствие постоянного давления эманаций, находящихся вне кокона, и именуемых большими, на эманации, находящиеся внутри кокона. Восприятие является следствием осознания и возникает, когда внутренние эманации наслаиваются на соответствующие им большие. Следующая истина состоит в том, продолжал Дон Хуан, что восприятие возможно благодаря точке сборки, особому образованию, функция которого заключается в подборе внутренних и внешних эманаций, подлежащих настройке. Конкретный вариант настройки, который мы воспринимаем как мир, является результатом того, в каком месте кокона находится точка сборки в данный момент. Дон Хуан повторил это несколько раз, чтобы дать мне время разобраться. Потом я заметил, что для проработки истин об осознании мне требуется энергия. «Я уже отмечал», — продолжал он, что, имея дело с мелкими тиранами, видящий учится выполнять некоторый очень сложный маневр. Так вот, этот маневр заключается в перемещении точки сборки. Сегодня ты смог воспринять союзника. Это значит, что тебе удалось сдвинуть точку сборки с ее обычного места. Другими словами, твое свечение осознания перешло определенный порог и заодно стерло страх. Все это смогло произойти только потому, что у тебя оказалось достаточно свободной энергии. Ночью, после возвращения с прогулки по окружавшим дом горам, во время которой Дон Хуан работал с моим правосторонним осознанием, он снова перевел меня в состояние повышенного осознания и продолжил свой рассказ. Он сказал, что прежде чем начать разговор о природе точки сборки, необходимо остановиться на первом внимании. Занимаясь исследованием незамеченных древними оттенков функционирования первого внимания и пытаясь объяснить их другим, новые видящие разработали порядок, в котором следует располагать истины об осознании. Дон Хуан заверил меня, что далеко не каждый видящий склонен к объяснениям. Например, его бенефактор, Нагваль Хулиан, вообще не уделял внимания такой мелочи, как объяснение. Но Дону Хуану повезло, он был знаком с бенефактором своего бенефактора, Нагвалем Илиасом. А тот считал объяснение довольно важной частью процесса обучения. В итоге к пониманию и проработке истин об осознании Дон Хуан пришел в результате синтеза обстоятельных объяснений Нагваля Илиаса, обрывочных сведений, которые давал ему Нагваль Хулиан, и собственного видения. Затем Дон Хуан объяснил, что сфокусировать воспринимаемый нами обычный мир, первое внимание может лишь выделив и усилив определенные эманации, выбранные из узкой полосы эманаций, в которой находится человеческое осознание. Незадействованные при этом эманации никуда не исчезают. Они остаются в пределах нашей досягаемости, но как бы дремлют. Поэтому мы так ничего и не узнаем о них до конца жизни. Выделенные и усиленные эманации видящие называют правосторонним или нормальным осознанием, тоналем, этим миром, известным, первым вниманием. Обычный человек называет это реальностью, рациональностью, здравым смыслом. Выделенные эманации составляют значительную часть полосы человеческого осознания, но лишь малую толику всего спектра эманаций, присутствующих внутри кокона человека. Незадействованные эманации, относящиеся к человеческой полосе, это что-то вроде преддверия к неизвестному. Собственно же, неизвестное составлено множеством эманаций, которые к человеческой полосе не относятся и выделению никогда не подвергаются.
Их видящие называют левосторонним осознанием, нагвалем, другим миром, неизвестным, вторым вниманием. Процесс выделения и усиления определенных эманаций был открыт древними видящими, продолжал Дон Хуан. И они же стали его использовать. Они поняли, что нагваль, мужчина или женщина, обладая дополнительной силой, способен сдвигать выделяющий фактор с обычных эманаций на соседние с ними. Это действие известно как удар нагваля. Дон Хуан рассказал, что древние видящие применяли этот сдвиг на практике для того, чтобы держать в повиновении своих учеников. С помощью удара нагваля талтеки изменяли состояние осознания учеников, делая его исключительно ярким и впечатляющим. Осознание ученика при этом повышалось, но сам человек становился покорным до беспомощности. Находясь в таком состоянии, ученики осваивали порочные техники, превращавшие их в зловещие существа, точное подобие их учителей. Новые видящие тоже пользуются ударом нагваля, но не для достижения низменных целей, а для того, чтобы вести учеников к познанию человеческих возможностей. Дон Хуан объяснил, что удар нагваля следует наносить точно по точке сборки, положение которой у разных людей слегка различно. Кроме того, удар должен наноситься нагвалем видящим. В этом смысле одинаково бесполезно обладать силой нагваля, но не видеть, и видеть, но не обладать силой нагваля. И в том, и в другом случае результатом будет самый обыкновенный удар. Простой видящий может колотить по нужному месту до бесконечности, но сдвинуть уровень осознания ему не удастся. А нагваль, который не видит, не сможет попасть туда, куда нужно. Древние видящие также обнаружили, что точка сборки находится не в физическом теле, а в светящейся оболочке, в самом коконе. Нагваль определяет ее положение по особенной яркой светимости и не бьет по ней, а скорее ее толкает. От толчка в поверхности кокона образуется впадина. При этом ученик испытывает такое ощущение, словно ударом по правой лопатке у него из легких напрочь вышибли весь воздух. «Впадины бывают разных типов, да?» — поинтересовался я. «Только двух», — ответил Дон Хуан. «Это вогнутость и щель. Вогнутость — временное образование, и, соответственно, она дает временный же сдвиг уровня сознания. Трещина же — очень глубокое и устойчивое образование, изменяющее форму кокона и вызывающее устойчивый сдвиг. Обычно отвердевший от самопоглощенности кокон вообще не поддается удару нагваля. Однако в некоторых случаях человеческий кокон очень податлив, и даже небольшое усилие образует в нем чашеобразную впадину. А размер впадины может колебаться от крохотного уплощения поверхности до углубления, занимающего треть всего объема кокона. Может также образоваться и щель, которая пересекает весь кокон поперек или вдоль. Вид она имеет такой, словно кокон как бы свернулся внутрь себя. Некоторые светящиеся оболочки после удара практически мгновенно приобретают исходную форму. На других впадина может сохраняться в течение нескольких часов или даже дней. Но все равно они сами по себе возвращаются в исходное состояние. Есть и такие, на которых деформация фиксируется. Для приведения их в исходное состояние требуется еще один удар нагваля по краю углубления. И лишь очень и очень немногие коконы никогда и ни при каких обстоятельствах не приобретают снова форму светящегося яйца, каких бы ударов нагваля по ним не наносили. После первого удара они изменяют форму раз и навсегда. Далее Дон Хуан рассказал, что углубление на коконе действует на первое внимание, смещая свечение осознания,
Впадина давит на эманации внутри светящейся оболочки. Видящий может видеть, как полоса первого внимания сдвигается под действием силы этого давления. Эманации орла внутри кокона смещаются, вследствие чего свечение осознания переходит на ранее незадействованные эманации, принадлежащие тем областям, которые недоступны первому вниманию в его обычном состоянии. Я спросил, видно ли свечение осознания только на поверхности кокона? Дон Хуан ответил не сразу. Казалось, он погрузился в размышления. Прежде чем он дал ответ, прошло, наверное, минут 10. Он сказал, что обычно свечение осознания видно на поверхности коконов живых существ. Однако после того, как человек развивает внимание, светимость его осознания приобретает глубину. Другими словами, свечение осознания как бы передается довольно большому количеству эманаций внутри кокона. Манипулируя осознанием, древние видящие знали, что делают, продолжал Дон Хуан. Они отдавали себе отчет в том, что, создавая в поверхности кокона углубление, можно заставить свечение осознания, уже достигшее некоторых эманаций внутри кокона, распространиться на соседние эманации. «Ты говоришь так, словно речь идет о физических телах», — сказал я. «Но как может образоваться впадина в чем-то, что является просто светимостью?» «Дело в том, что каким-то непостижимым образом одна светимость создает впадину в другой», — ответил он. «Ты не можешь отрешиться от рассудочной инвентаризации, но разум не способен рассматривать человека как энергию. Разум имеет дело с инструментами, создающими энергию. Однако никогда всерьез не задумывается над тем, что мы нечто большее, чем инструменты. Мы организмы, производящие энергию. Мы пузыри энергии. Разве есть что-то противоестественное в том, что один пузырь энергии делает впадину в другом? Свечение, образованное в осознании вогнутостью кокона, можно с полным правом назвать временно повышенным вниманием, ведь эманации, которые оно выделяет и усиливает, расположены настолько близко к повседневно используемым эманациям, что само по себе внимание изменяется в минимальной степени. В то же время наблюдается значительное усиление способности понимать и сосредотачиваться, равно как, впрочем, и способности забывать. Я бы даже сказал, что способность забывать усиливается заметнее всех прочих. Видящие очень точно знали, как можно использовать такое изменение качества внимания. Они видели, что после удара нагваля резко увеличивается яркость только тех эманаций, которые расположены в непосредственной близости от задействованных в повседневной жизни. Более удаленные остаются нетронутыми. Это означает, что, находясь в состоянии повышенного осознания, человеческое существо способно действовать так же, как действует в повседневной жизни. Однако это состояние длится лишь до тех пор, пока на коконе сохраняется впадина. Стоит ей выправиться, как весь подчеркнутый опыт мгновенно забывается. Отсюда необходимость наличия нагваля, женщины или мужчины. Но почему получается так, что человек все забывает? Спросил я. Потому что эманации, дающие особую четкость восприятия и ясность сознания, остаются выделенными и усиленными только пока воин пребывает в состоянии повышенного осознания, ответил Дон Хуан. А без их усиления любые ощущения, которые испытал воин, и любые картины, которые он созерцал, тают без следа. Поэтому одна из задач, которую новые видящие ставят перед своими учениками, вспомнить.
Для этого ученик должен самостоятельно добиться выделения и усиления соответствующих эманаций, тех, которые были задействованы в состоянии повышенного осознания. Дон Хуан напомнил, как Хинаро неоднократно советовал мне научиться писать не карандашом, а кончиком пальца, чтобы не скапливались груды заметок. На самом же деле Хинаро имел в виду, что мне следует фиксировать наши беседы и мои впечатления в памяти, пользуясь для этого незадействованными ранее эманациями. Со временем я мог бы все вспомнить самостоятельно, отбирая и усиливая эти эманации. Затем Дон Хуан рассказал мне, что состояние повышенного осознания видно не только как углубление свечения внутрь яйцеобразного человеческого кокона. Поверхностная светимость тоже усиливается, хотя, конечно, с яркостью свечения, образованного полным осознанием, это усиление не идет ни в какое сравнение. В случае полного осознания вспыхивает сразу все светящееся яйцо целиком. Этот взрыв света обладает такой силой, что оболочка яйца рассеивается, и внутренние эманации распространяются повсюду. Они простираются за любые мыслимые пределы, охватывая обширные пространства. Но это происходит в каких-то особых случаях? Конечно. Это может произойти только с видящим. Никакой другой человек, да и вообще никакое другое живое существо, никогда так не вспыхнет. Зато видящий, целенаправленно достигший состояния абсолютного осознания, зрелище в высшей степени достойное созерцания. В этот момент он сгорает в огне, возникающем изнутри. Да, изнутри приходит огонь и пожирает его. И тогда видящий, достигший полного осознания, сливается с большими эманациями и скрывается в вечности. Мы провели в Соноре еще несколько дней, после чего я отвез Дона Хуана в южную часть Мексики, где обычно жил он и воины его команды. Следующий после нашего приезда день выдался жарким и душным. Я чувствовал лень и какое-то раздражение. Несколько послеполуденных часов были самым неприятным временем в этом городке. Он весь словно замирал, разморенный зноем. Мы с Доном Хуаном сидели в удобных креслах в большой комнате. Я сказал, что жизнь в мексиканской провинции не производит на меня благоприятного впечатления. Безмолвие этого городка казалось мне гнетущим и даже зловещим. Единственным звуком, который я здесь слышал, были далекие вопли детей, причем я никогда не мог определить, играют они или орут от боли. «Находясь в этом городке, ты всегда пребываешь в состоянии повышенного осознания», — объяснил Дон Хуан. «А это совсем другое дело. Но в любом случае тебе необходимо привыкнуть к жизни в подобном городке. Когда-нибудь тебе придется в таком поселиться». «Почему мне придется это сделать?» «Я уже говорил, новые видящие стремятся к свободе. А свобода подразумевает множество опустошающих вещей. И среди них постоянный поиск перемен. Ты склонен жить так, как живешь. Ты стимулируешь разум, снова и снова просматривая свой инвентарный перечень, сравнивая его с перечнями своих друзей и знакомых. Эти манипуляции оставляют тебе крайне мало времени на исследование самого себя и своей судьбы. Но когда-нибудь тебе придется все это бросить. Точно так же, как если бы всем, что тебе известно, был лишь мертвый покой этого городка. Тебе пришлось бы отправиться на поиски другой стороны медали. Так ты этим здесь занимаешься, Дон Хуан? В нашем случае дело обстоит несколько иначе. Ведь мы уже находимся в конце пути. Мы больше не ищем ничего, и то, что мы делаем здесь, может понять только воин. Ничем не занимаясь, мы просто переходим из одного дня в другой. Мы ждем.
Я никогда не устану это повторять. Мы знаем, что мы ждем, и мы знаем, чего мы ждем. Свобода – вот то, чего мы ждем. А теперь, когда ты все знаешь, с ухмылкой добавил он, давай-ка вернемся к разговору об осознании. Обычно, если мы беседовали в большой комнате, нас никто не прерывал, и Дон Хуан сам решал, когда закончить разговор. Но в этот раз в дверь вежливо постучали. Вошел Хинаро. Он сел в кресло. Я не виделся с ним с того самого дня, когда мы в спешке покинули его дом. На радостях я обнял его. «Хинаро намерен кое о чем тебе рассказать», — сообщил Дон Хуан. «Я уже говорил тебе, он мастер осознания. А сейчас я могу тебе объяснить, что это значит. Хинаро умеет сдвигать точку сборки вглубь светящегося яйца, после того, как она была выбита со своего исходного места ударом Нагваля. Он уже много раз сдвигал твою точку сборки после того, как ты входил в состояние повышенного осознания, а в тот день, когда мы были на плоском камне, он заставил ее уйти чрезвычайно глубоко в левостороннюю часть светимости осознания. Настолько глубоко, что это было по-настоящему опасно. Дон Хуан замолчал, как бы собираясь передать эстафету Хинаро. Кивком головы он дал ему сигнал начинать. Хинаро встал и подошел ко мне вплотную. «Пламя – очень важная вещь», – мягко произнес он. «Помнишь, когда-то я заставлял тебя смотреть на отражение солнца в куске кварца, когда мы сидели на большом плоском камне?» Я вспомнил. В тот день, едва Дон Хуан закончил говорить, Хинаро указал мне на преломленный свет, проходивший сквозь гладко отполированный кристалл кварца, который он вытащил из кармана и положил на плоскую поверхность камня. Все мое внимание было мгновенно приковано к сверканию кристалла. Затем я вдруг обнаружил, что лежу, распластавшись на камне, а Дон Хуан стоит надо мной с выражением озабоченности на лице. Я начал было рассказывать Хинаро о том, что вспомнил, но он меня перебил. Наклонившись к самому моему уху, он указал на 2 керосиновых фонаря, находившихся в комнате. «Смотри на пламя», — велел он. «В нем нет тепла. Это чистое пламя. Чистое пламя способно унести тебя в глубины неизвестного». Пока он говорил, я начал ощущать странное давление. Это была физическая тяжесть. В ушах звенело. Глаза слезились до такой степени, что я едва различал очертания мебели в комнате. Казалось, что фокусировка зрения полностью нарушена. И хотя глаза мои оставались открытыми, я не видел ничего, кроме яркого света керосиновых фонарей. Меня окружала тьма. Фосфорицирующие полоски изумрудно-зеленого цвета слегка освещали темную, похожую на движущиеся облака, массу пространства. Потом зрение вернулось ко мне так же неожиданно, как перед этим пропало. Я не мог понять, где я. Я парил подобно воздушному шару. Я был в полнейшем одиночестве. Меня обуял дикий ужас. И рассудок мой тут же кинулся конструировать объяснение, которое в данный момент имело бы для меня смысл. С помощью света керосиновых ламп Хинаро меня загипнотизировал. Объяснение почти удовлетворило меня. Я спокойно парил, стараясь не волноваться. Я решил, что беспокойство можно избежать, сосредоточившись на стадиях, через которые я буду проходить в процессе пробуждения к нормальному состоянию. Первое, что я заметил, я не был самим собой. Я не мог по-настоящему на что-либо смотреть, потому что смотреть было нечем. Я попытался обследовать собственное тело и ничего не обнаружил. Я словно смотрел куда-то вниз, в бесконечное пространство. Но я осознавал. Я воспринимал величественные облака
переливающегося лучистого света и массы черноты. И то, и другое пребывало в непрерывном движении. Я ясно видел, как янтарная рябь накатывается на меня подобно гигантской медленной волне океанского прибоя. Я знал, что подобен бую, парящему в пространстве, и что эта волна захватит меня и унесет. Я принял ее как неизбежность. Но прежде чем волна ударила меня, произошло нечто совершенно неожиданное. Подул ветер, который отнес меня в сторону с ее пути. Сила ветра несла меня с огромной скоростью. Я промчался сквозь исполинский тоннель яркого многоцветного света. Взор мой помутился, после чего я ощутил, что просыпаюсь от гипнотического сна, навеянного Хинара. В следующее мгновение я обнаружил, что снова нахожусь в комнате вместе с Доном Хуаном и Хинаром. Я проспал почти весь следующий день. Вечером мы с Доном Хуаном снова сели, чтобы поговорить. Хинаро и до этого находился возле меня, но комментировать вчерашнее наотрез отказывался. «Вчера вечером Хинаро снова сдвинул твою точку сборки», — сказал Дон Хуан. Но, похоже, толчок оказался слишком сильным. Я воодушевленно принялся рассказывать Дону Хуану содержание своих видений. Он слушал с улыбкой. Ему явно было неинтересно. «Твоя точка сборки сдвинулась со своего исходного положения», — продолжил он. «Поэтому ты начал воспринимать эманации, которые обычному восприятию недоступны. Звучит вроде бы совсем невыразительно, верно? И в то же время это выдающееся достижение, к постижению которого стремятся новые видящие». Он объяснил, что человеческие существа выбирают для восприятия все время одни и те же эманации по двум причинам. Первое и главное состоит в том, что нас научили. Эти эманации доступны восприятию. Ну а вторая такова. Наши точки сборки отбирают и подготавливают к восприятию именно эти эманации. Каждое живое существо имеет точку сборки, которая отбирает эманации, подлежащие выделению и усилению, продолжал Дон Хуан. Видящий может увидеть, одинаковой картиной мира пользуются существа или нет, увидев, какие эманации отобраны их точками сборки, одни и те же или различные. Одним из важнейших прорывов, осуществленных новыми видящими, было открытие того факта, что местоположение точки сборки на коконе не является постоянной характеристикой, но определяется привычкой. Этим объясняется то огромное значение, которое новые видящие придают новым, непривычным действиям и практикам. Они целенаправленно стараются выработать новые привычки, освоить новые способы действия. Удар Нагваля очень важен. Он сдвигает точку сборки с места. Он изменяет ее положение. Иногда он даже формирует на поверхности кокона устойчивую щель. Тогда точка сборки полностью смещается и качество осознания изменяется до неузнаваемости. Но гораздо важнее правильно понимать истины об осознании, ибо тогда становится ясно. Точку сборки можно перемещать изнутри. К сожалению, человеческие существа всегда проигрывают из-за недостатка настойчивости. Они просто не знают своих возможностей. «А как осуществляется сдвиг изнутри?» – спросил я. Новые видящие утверждают, что технически это осуществляется посредством процесса осознания, ответил он. Прежде всего, человек должен осознать тот факт, что воспринимаемый нами мир является результатом определенного положения
точки сборки на коконе. После того, как это понимание достигнуто, точка сборки может быть смещена волевым усилием в результате приобретения новых привычек. Я не совсем понял, что имеется в виду под новыми привычками, и попросил объяснить. Согласно команде Орла, точка сборки человека располагается на коконе в пределах определенной области, сказал Дон Хуан. Но ее точное местоположение определяется привычками, то есть постоянно повторяющимися действиями. Вначале мы узнаем, что она может находиться в каком-то конкретном месте, а затем сами приказываем ей там быть. Наша команда становится командой Орла, требующей, чтобы точка сборки находилась именно в данном месте. Обрати внимание, наша команда становится командой Орла. Древние видящие дорого заплатили за эту находку, и мы к ней еще вернемся. Древние видящие сосредоточили свои усилия исключительно на разработке тысяч сложнейших магических техник. Но они так никогда и не поняли, что все их замысловатые приемы, такие же причудливые, как и они сами, были не более чем средствами сдвинуть точку сборки и заставить ее перемещаться. Я попросил объяснить подробнее. «Я уже говорил когда-то, магия — это тупик», — сказал он. Я имел в виду то, что магические практики лишены собственной ценности. Они имеют косвенное значение, поскольку их реальная функция — сдвигать точку сборки посредством выведения ее из-под контроля первого внимания. Новые видящие определили истинную роль магических приемов и решили напрямую заняться процессом перемещения точки сборки, отказавшись от всей этой чепухи, ритуалов, заклинаний и прочего. Хотя в жизни каждого воина бывает время, когда ритуалы и заклинания действительно необходимы. Лично я посвятил тебя во все виды магических процедур, но только для того, чтобы отвлечь твое первое внимание от самопоглощенности, сила которой намертво зафиксировала твою точку сборки. Навязчивая вовлеченность первого внимания в самопоглощенность или рассудочность является очень мощной фиксирующей силой. Ритуальное поведение, повторяясь изо дня в день, заставляет первое внимание высвободить часть энергии, занятой созерцанием инвентарного перечня. А в результате жесткость фиксации точки сборки несколько уменьшается. «Что происходит с человеком, чья точка сборки утратила жесткость?» – спросил я. «Если он не воин, он думает, что теряет рассудок», – с улыбкой ответил он. «Тебе ведь тоже одно время казалось, что ты сходишь с ума. Если же человек этот воин, он точно знает, что сошел с ума, и терпеливо ждет. Видишь ли, если человек здоров и находится в здравом уме, то это означает, что его точка сборки неподвижно фиксирована. Когда она сдвинется, наступает сумасшествие в самом буквальном смысле. Воин, чья точка сборки сдвинулась, имеет возможность выбрать один вариант из двух. Либо он признает, что болен, и начинает вести себя как сумасшедший, эмоционально реагируя на странные миры, которые воспринимает в результате сдвига. Либо он бесстрастно и отрешенно ждет, зная, что рано или поздно точка сборки обязательно вернется на место. «А если не вернется?» – поинтересовался я. «Тогда все кончено. Такой человек пропал», – ответил Дон Хуан. «Он или неизлечимый душевнобольной, чья точка сборки никогда не сможет собрать обычный мир, или непревзойденный видящий, отправившийся в путь к неизвестному. А в чем между ними разница? В энергии, в безупречности,
Безупречные воины никогда не становятся душевно больными. Они пребывают в состоянии постоянной отрешенности. Я не раз говорил тебе, безупречный видящий может увидеть устрашающие миры, а в следующее мгновение, как ни в чем не бывало, шутить и смеяться с друзьями и незнакомыми людьми. Тогда я сказал Дону Хуану то, что говорил уже много раз. Разрушительные ощущения, которые я испытывал после приема галлюциногенных растений, не раз заставляли меня думать, что я серьезно болен. Полная потеря координации во времени и пространстве, болезненные нарушения умственного сосредоточения, галлюцинации и видения странных мест и людей, которые воспринимались как совершенно реальные, тогда я не мог избавиться от мысли, что теряю рассудок. По всем обычным понятиям ты его действительно терял, пояснил Дон Хуан. Но с точки зрения видящих, даже если ты его теряешь, ты теряешь не так уж много. Потому что рассудок, по их представлениям, не более чем саморефлексия инвентарного списка человека. Потеря саморефлексии без нарушения основ открывает возможность жить более полной и сильной жизнью, чем та, которой мы жили прежде. Твое слабое место – склонность к эмоциональным реакциям. Они не дают тебе возможности понять, что необычность испытываемых тобой ощущений определяется глубиной, на которую погружается точка сборки внутричеловеческой полосы эманаций. Я сказал, что не понимаю того, что он объясняет, поскольку образование, которое он называет человеческой полосой эманаций, пока что остается для меня непостижимым. Я представлял себе его как полосу на поверхности шара. Дон Хуан объяснил, что меня вводит в заблуждение термин «полоса», и что он попытается проиллюстрировать мне, что имеется в виду. Форма светимости человека похожа на головку твердого сыра с вплавленным в нее диском из сыра более темного цвета. Дон Хуан взглянул на меня и усмехнулся. Ему было известно, что я не люблю сыр. На небольшой доске он нарисовал схему. Он изобразил яйцеобразную форму и разделил ее вдоль на 4 части, сказав, что намерен сразу же стереть разделительные линии, поскольку нарисовал их только для того, чтобы показать мне, в каком месте кокона расположена полоса. Затем он нарисовал широкую полосу, расположенную между первой и второй частями, и стер разделительные линии. Он еще раз сказал, что полоса похожа на диск чеддера внутри головки твердого сыра. Теперь представь себе, что твердый сыр прозрачен, и ты получишь точную копию человеческого кокона, подвел он итог. Диск чеддера проходит насквозь через всю головку сыра, от передней поверхности до задней. Точка сборки расположена высоко, примерно на уровне в 3/4 высоты кокона на его поверхности. Когда нагваль надавливает на эту точку интенсивной светимости, она углубляется в диск чеддера. Состояние повышенного осознания наступает, когда яркое свечение точки сборки заставляет светиться эманации, дремлющие внутри диска. Когда видишь, как свечение точки сборки уходит внутрь диска, кажется, что точка сборки сдвигается влево по поверхности кокона. Дон Хуан повторил свой пример 3 или 4 раза, но я все равно не понял, и ему пришлось продолжить объяснение. Он сказал, что впечатление, будто точка сборки движется влево, возникает вследствие прозрачности кокона. Однако на самом деле она движется внутрь, в толще человеческой полосы, к центру светящегося яйца. Я отметил, что с его слов возникает впечатление, словно для того, чтобы видеть движение точки сборки, видящие пользуются глазами. Человек не относится к непознаваемому, объяснил он. И светимость человека
можно видеть почти так, как если бы использовались только глаза. Древние видящие видели движение точки сборки, но им никогда не приходило в голову, что это движение направлено вглубь. Идя на поводу у той картинки, которую видели, они ввели термин «сдвиг влево». Новые видящие оставили этот термин в употреблении, хотя им известно, что он не вполне соответствует истинному положению вещей. За время нашего с тобой общения я сдвигал твою точку сборки бесчисленное количество раз. Кстати, и в данный момент она сдвинута. Поскольку это всегда сдвиг вглубь, ты не утрачиваешь личностного самосознания, хотя при этом и задействуются неиспользуемые в обычном состоянии эманации. После того, как Нагваль сталкивает точку сборки с ее места, она останавливается где-то в пределах человеческой полосы, причем неважно где именно, поскольку в любом случае там лежит нетронутое пространство. Новые видящие разработали для проверки своих учеников превосходный тест. Ученик должен отследить путь, который его точка сборки проделала под воздействием удара Нагваля. Когда ему это удается, говорят, что он обрел полноту или достиг целостности. Новые видящие утверждают, что по мере роста человека, сфокусировавшись на человеческой полосе эманаций и выбрав некоторые из них в качестве объектов усиления, свечение осознания попадает в замкнутый круг. Чем сильнее выделяются определенные эманации, тем более жесткой становится фиксация точки сборки. Это эквивалентно тому, что наша команда становится командой Орла. Само собой разумеется, к тому моменту, когда наше осознание развивается в первое внимание, команда эта становится предельно жесткой и однозначной. Разорвать порочный круг немыслимо трудно, и победа в этом случае поистине величайшее достижение. Первое внимание воспринимает эманации блоками или пучками, продолжал Дон Хуан. Организация такого восприятия тоже является функцией точки сборки. Примером пучка эманаций, которые выделяются и усиливаются в виде единого блока, может служить человеческое тело в том виде, как мы его обычно воспринимаем. Остальные же части нашего существа, светящегося кокона, никогда не выделяются и не усиливаются. Они обречены на забвение, ведь функция точки сборки заставить нас не только воспринимать определенные пучки эманаций, но и игнорировать все прочие. Я настоятельно потребовал подробнее остановиться на блочной организации восприятия. Дон Хуан объяснил, что точка сборки излучает свечение, группирующее внутренние эманации в пучки, которые затем настраиваются на соответствующие им большие эманации, тоже собранные в пучки. Формирование пучков происходит даже тогда, когда видящий имеет дело с никогда не использовавшимися эманациями. Как только эманации выделены и усилены, вступают в действие законы блочного восприятия, свойственного первому вниманию. Одним из величайших моментов в развитии традиции новых видящих, продолжал Дон Хуан, был момент, когда они обнаружили: неизвестная суть всего лишь те эманации, которые игнорируют первое внимание. Их множество. Они составляют огромную область, но это область, в которой возможна организация блоков. Непознаваемая же – это бесконечная область, в которой наша точка сборки не в состоянии организовать ничего. Точка сборки подобна светящемуся магниту. Перемещаясь в пределах человеческой полосы, она притягивает эманации и группирует их.
открытие, сделанное новыми видящими, было действительно великим, ведь неизвестное теперь предстало в совершенно новом свете. Новые видящие заметили, что некоторые из навязчивых видений древних толтеков, видений, постичь которые было практически невозможно, совпадали со смещением точки сборки в зону человеческой полосы, диаметрально противоположную тому месту, где точка сборки находится в нормальном состоянии. Это были видения темной стороны человека. Я спросил, почему ты называешь это темной стороной? Потому что она мрачна и связана с дурными предзнаменованиями. Это не просто неизвестное, это то, что знать совершенно ни к чему. А как насчет эманаций, которые находятся внутри кокона, однако лежат вне человеческой полосы? Их можно воспринять? Можно, но то, как это происходит, описанию не поддается. Ведь они относятся не к человеческому неизвестному, как, скажем, незадействованные эманации человеческой полосы, а к почти неизмеримо огромной области неизвестного, где не просматривается ни одной человеческой черты. Эта область настолько ошеломляюще обширна, что описать ее вряд ли смог бы даже самый великий из видящих. Тогда я в очередной раз выдвинул тезис, что тайна явно находится внутри нас. «Тайна вне нас», — сказал он. «Внутри только эманации, которые стараются разрушить кокон. И этот факт сбивает нас с толку, независимо от того, воины мы или обычные люди. И только новые видящие могут в этом разобраться. Они стремятся видеть, и, перемещая точку сборки, приходят к пониманию того, что тайна заключена в восприятии. Причем не столько в том, что именно мы воспринимаем, сколько в том, что заставляет нас воспринимать. Я уже говорил тебе, наши органы чувств способны воспринять все, что угодно. Так считают видящие. Они верят в это, ибо видят, то, что воспринимают органы чувств, определяется только положением точки сборки. И если точка сборки выстраивает эманации внутри кокона в положении отличном от нормального, человеческие органы чувств начинают воспринимать мир самым непостижимым образом.